Как The Legend of Zelda удерживает наше внимание? Почему тебе снова и снова хочется заходить в этот дивный новый мир? И при чем тут абьюзивные отношения? Привет, это Воронокин, и сегодня мы разберемся в данной теме на примере конкретной части данной игровой серии Breath of the Wild, или в простонародье Ботва. Я полюбил данную игру с первого запуска и провел в ней больше сотни часов. Но в процессе игры начал замечать некоторые нюансы. И да, мир Хайрула не единственная игровая вселенная, которая использует крючки внимания и манипуляции, но рассматривать данные игровые приемы мы будем на примере Ботвы. Предыстория. Сижу я и пытаюсь написать сценарий к своему следующему видео, посвященному музыканту под псевдонимом Aphex Twin. Жена и дочка уезжают на пару недель в другой город, по работе особо не грузят. Казалось бы, сиди да делай новое видео, ведь я так давно мечтал о том, что у меня появится время и я пойду делать новый видос. Ничего не предвещало беды, и вдруг одна маленькая мысль меня отвлекла. А что если попробовать легенду о Зельде и поиграть в нее всего пару часиков? Я никогда еще так не ошибался, кроме как с World of Warcraft в свое время, который в итоге съел 6 лет моей жизни. Но это уже совсем другая история, а мы тем временем переходим к разбору игровых манипуляций. В общих чертах можно сказать, какие есть распространенные ловушки внимания, то также используются во многих других видеоиграх. Начнем мы с эффекта Zeigarnik. Если в двух словах, человек лучше запоминает прерванные или недоделанные до конца действия, а те действия, что завершил, в голове не задерживаются. Этим методом активно пользуется подавляющее большинство современных разработчиков посредством второстепенных заданий. Многие из нас приступают к выполнению основной сюжетной цепочки заданий спустя десятки часов игрового времени, пока в журнале заданий не накопится огромная куча выполненных сайд-квестов или побочных сюжетных линий. Иначе нам просто некомфортно будет продвигаться по сюжету. Пока побочные задания не выполнены, мы о них помним, мы их выполняем. Соответственно, мы больше времени проводим в игре. Тот же метод используется и на картах многих игр в качестве знаков вопросов и других расставленных игрой маркерами. Если в Breath of the Wild нет никаких вопросов на миникарте, то это не значит, что точки напряжения отсутствуют. Сами локации спроектированы таким образом, что продвигаясь вперед на местности, ты видишь все больше и больше контента, что отдаляет тебя от основной сюжетной линии и что не позволяет тебе быстро закончить игру. Те же храмы, что маячат вдалеке, или летающие драконы на местности отвлекают нас. Создается эффект незаконченного дела и возникает желание доделать все до конца. Пройти игру целиком и потратить десятки и сотни часов на собирательство 900 семян корока, за что игра любезно вознаградит тебя золотой какахой. И, как говорится, служи дурачок, получишь значок. И эта фраза на 100% описывает стёб разработчиков в данном случае. Даже в рамках конкретной игровой сессии бывает сложно выключить игру, пока не пройдешь тот или иной храм, пока не сдашь тот или иной квест. По-другому это все можно назвать приемом «мам, еще 5 минут». Такая манипуляция очень хорошо на меня действует и подействовала в этот раз. Следующий прием – это ящик Скиннера. Если проще, это выработка условных рефлексов или привычки через награду и поощрение. Выполняя рутинную задачу, нам дается награда, затем сложность повышается, как и сама награда. А мы тем временем привыкаем и постепенно подсаживаемся. Этот метод часто используется при дрессировке собак, когда за то, что ваш пёсель даст вам лапу или выполнит какую-либо команду, получит вкусняшку. Подробнее о данных методиках ты можешь посмотреть в соответствующем видео на канале TVG. Именно оттуда я взял вышеперечисленные тезисы и очень сильно их сократил. А мы тем временем подходим чуть ближе к The Legend of Zelda Breath of the Wild. Имя главного персонажа игры Линк, что с английского переводится как ссылка или связь. Наш рыцарь сильно обезличен, если имеет какие-то черты характера и особенности, то это сила и чистое сердце. Остальное можно собирать по крупицам из внутриигровых дневников, а массовый игрок не обратит особого внимания на данные детали. Это сделано специально, чтобы мы воспринимали происходящее в игре как то, что происходит не с каким-то шаблонным персонажем, а конкретно именно с нами.
ведь все события и действия будут цениться больше, так как мы сами преодолеваем, спасаем, исследуем, развлекаемся и так далее. Все это заставляет нас все больше и больше хотеть вернуться в игру. Итак, этот момент мы зафиксировали, действие происходит именно с нами. Идем дальше. Я, честно скажу, не припомню такого, чтобы игра тебя так к чему-то принуждала, как это делает Легенда о Зельде. Игра словно вступает с тобой в абьюзивные отношения, и сейчас расскажу, каким именно образом она это делает. В психологии взаимоотношений абьюз представляет собой термин, описывающий психологическое давление одного человека на другого для эгоистичного удовлетворения своих эмоциональных потребностей. Оно проявляется как в принижении, подавлении воли, унижении достоинства, моральном давлении, физическом насилии. Часто жертва впадает в зависимость от одобрения абьюзера. И Легенда о Зельде не чурается всех вышеперечисленных проявлений, за исключением буквального физического насилия, хотя виртуальных люлей игра тебе точно не раз навешает, будь уверен. Ну и не стоит забывать о сексуальном насилии, к которому прибегает игра по отношению к главному герою, но об этом позже. Сначала игра обвиняет тебя во всех смертных грехах, как, например, многие жители народа Зора обвиняют тебя в смерти своей любимой героини мифа, что стимулирует тебя сделать что-то, чтобы они перестали так делать. Тебя ругают и принижают, а когда хвалят, тебе это нравится, и тебе хочется сделать для них еще больше, чем игра активно пользуется. Мол, сорян, мы были неправы, сгоняй-ка ты и помоги нам найти плиты с историей нашего народа. И ты уже, как надрессированный щенок, послушно бежишь выполнять текущее поручение. А старик еще совсем недавно называл тебя чуть ли не врагом народа. А если вспомним, что здесь обитает не какой-то игровой персонаж, а именно ты, то этот абьюз перекладывается на твои плечи и воспринимается уже как личная история. Еще пример. Сама принцесса Зельда. Сначала негативно себя ведет по отношению к главному герою, срываясь на него, пускай жалея потом об этом, но ее сожаление описано опять же в личном дневнике, куда не каждый полезет и не каждый на него наткнется в игре. Сначала относится плохо, затем хорошо, затем что-то попросит, например, победить Ганона, и примерно такая схема и вызывает привязанность и желание удовлетворить потребность агрессора. Да, это безусловно повышает мотивацию главного персонажа, но можно мотивировать игрока и более экологичным способом. Такая же схема работает и в аудиовизуальном плане. Например, при открытии башни, когда карта локации загружается в терминал Шика, происходит медленное нагнетание в звуковом плане. Звук становится все тревожнее и быстрее, как в триллерах, когда маньяк вот-вот догонит свою жертву. А затем, когда напряжение звука дойдет до предела, вылезает красивая капелька, которая падает на наш терминал словно слеза, и возникает уже более короткий и резкий звук. И только после этого мы получаем загруженную карту местности. А вот без этой точки напряжения было никак нельзя, и вновь схема та же. Напряжение, потом награда, а потом игра подразумевает, чтобы ты шел и открывал еще вышки. Ведь без них ты не сможешь ориентироваться во внутриигровой карте, а также не сможешь двинуться дальше по сюжету в начале игры, например. Вспомним гигантских фей в игре. Сначала они требуют с тебя немалые деньги, затем флиртуют с тобой, и дальше по нарастающей тебя эксплуатируют, чтобы прокачать твое снаряжение. Воздушные поцелуи и в последующем полноценные поцелуи, хотя мы и видим, что Линку это не нравится, а дальше и вовсе забирают с собой в пучину личных утех. И хоть игра не показывает и напрямую не дает каких-то точных формулировок, но всем все понятно, что там происходит. Всей этой интимной атмосфере содействует и озвучка с этими вызывающими стонами и интонациями. Создается ощущение, будто ты из Хайрула плавно попадаешь в недетское кино по правилу 34. Что вообще происходит в игре с возрастным рейтингом и SRB 10+? Мама дорогая, просто жесть какая-то. В моменты, когда игра подталкивает тебя на победу над злом, она тыкает в тебя пальцем, вместо того, чтобы подчеркнуть твою значимость и индивидуальность. Все звучит в побудительном наклонении. Никто не говорит, мол, ты так могуч, что гоняешь стаи туч, и эту тучу прогнать под силу только тебе. А говорится так, метнись-ка за пивом и спаси Зельду.
Именно ты. И об этом напоминает чуть ли не каждый значимый по сюжету персонаж. То есть игра опять отягощает твои плечи ответственностью, буквально принуждая тебя сделать то, что она хочет. И ты снова будто должен заходить в игру, спасая мир и уже знакомых тебе персонажей. Если брать в пример Skyrim, то там все радуются приходу Довакина, а тут тебя сразу принуждают к действию, а вместо радости вылетают фразы из разряда «Наконец-то ты приперся, и 100 лет не прошло». А нет, прошло. Я ничего не говорю про давление от врагов, но тут тебя морально истощают свои же. Может, это японский менталитет такой, где часто звучат мысли о том, что ты должен и обязан окружающим, как земля колхозу. А может быть, это лишь я так вижу. В данном ролике описывается максимально субъективное восприятие автора. Некоторые вещи были гиперболизированы, некоторые вещи были просто додуманы. Многие зрители могут приравнять мое видео к подобию СПГС, но в общем и целом скажу так. Сказка ложь, давней намек. Не ведитесь на простецкие манипуляции, получайте от игры то, что хотите именно вы, а не то, что хочет от вас игра. Если нужна альтернативная точка зрения, например, на отношения Зельды и Линка, рекомендую посмотреть ролик на канале Маджора под названием «Любовь, которую не видно». А если вдруг тебе мало подобных настроений, как в этом видео, то рекомендую ознакомиться с роликом канала Nintendo «Страшная тайна. Легенда о Зельде. Манипуляции. Скрытый смысл. Breath of the Wild». Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленные, мне игра понравилась. Ее игровые механики, музыка, сюжет и мир, многие персонажи и сеттинг. Нравится много чего, даже очень, настолько, что эта игра станет в один ряд на полку с моими любимыми видеоиграми. Видеоигры — это, безусловно, новый вид искусства. Это отличный способ научиться новому, понять какие-либо процессы или события, прожить новый опыт для себя и получить удовольствие. И все это необходимо, чтобы в реальной жизни стать лучше, перенести конструктивный опыт в свою повседневность, в том числе и опыт распознавания различных манипуляций. Пиши в комментах, с какими манипуляциями в играх ты сталкивался, будет интересно ознакомиться именно с твоим личным опытом. И если не согласен с моим мнением, тоже пиши, буду рад альтернативной точке зрения, только желательно конструктивной.